Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз. Неожиданности и сюрпризы до конца октября. Поворот судьбы. Давайте узнаем, чем для вас продуктивен период конца октября, или что вы сумеете осуществить, может быть, с чем вы сумеете определиться, как видят две колоды карт. Первая – пасьянс, который я так и называю, неожиданности и сюрпризы. И колода Таро «Времена года». Все циклично в нашей жизни, об этом нам говорят карты Таро. И, может быть, как раз этот период и будет связан с тем, что вы какой-то прежний период обдумывали ту или иную ситуацию. Возможно, это касалось отношений, по работе, по бизнесу решали какой-то тоже вопрос. И вот теперь мы к октябрю с чем-то определяемся. И вот этот поворот судьбы, это тот поворот, который происходит где-то внутри нас. Какая-то история может проясняться. Люди могут к нам в жизни возвращаться в каком-то ином качестве. Мы сами видим, как другими глазами. И за последующий период ноября мы будем, скорее всего, что-то продолжать. Или к нашей жизни, жизни каждого из нас, могут присоединиться еще некоторые обстоятельства. Когда нам придется быть прозорливыми и внимательными, мы внесем больше ясности, четкости, понимания. Но именно Плутон, заходя в знак Козерога, помогает водным знакам и земным с чем-то определиться. Потому что как только вы определитесь, мои дорогие, а плюс в ноябре, как я уже сказала, больше ясности, вот что-то будет вами начато с более правильной ноги или продолжено. Смотрим, что же нам расскажут карты пасьянса, неожиданности и сюрпризы до конца октября. Итак, я смотрю, и вы, мои дорогие, тоже смотрите. Перемены. Практически как колесо фортуны, штурвал. И нам нужно этот штурвал вам держать ближе к центру, все контролировать. Не упустить какую-то возможность. В первую очередь нам об этом говорят карты. И есть какая-то ситуация, которая, правда, болезненная. Она вас чем-то ранила. Что-то идет не так, как вам бы, может быть, хотелось. Или есть какой-то, как, знаете, камень преткновения. Давайте немножко проясним. Пойдем дальше. Может быть, нам как-то раскроют эту, как вот этот знак или обстановку. С чем, возможно, это связано? Иногда это может говорить, кстати, о том, что была какая-то ссора и с человеком, который для вас важен. Может быть, это личная история, а для кого-то это будет история, когда вы, может быть, с партнером по бизнесу или с кем-то по работе, не достигли взаимопонимания. И такое я тоже могу предположить. И что же дальше? Может быть, это, знаете, какой-то как пункт в вашей жизни, когда, какой-то важный разговор, может быть, очень нелицеприятный, но он должен был состояться. У вас ведь, мои дорогие, все равно все стабильно. Посмотрите, кольцо. Есть, как и в отношениях, важный человек, для вас, по крайней мере. Есть и, может быть, плодотворное сотрудничество, тем не менее, по деловым вопросам, по вопросам. А вот, знаете, может проиграться как разбитое сердце. Для кого-то из вас и так. Но или вот с каким-то, я же сказала, важным человеком. Может быть, вот этот нож как раз, когда это касается вашей личной истории. Но карта «Союз» — это значит, мы можем найти взаимопонимание. И не торопиться что-то разрушать, возможно, так. А проговорить некоторые важные позиции. Как вы думаете, вот лично вы, и, глядя в глаза собеседнику, узнать, понять окончательно, что же думает оппонент ваш. И это по части личной жизни, откровенные разговоры, они часто
проясняют ту обстановку, которую мы себе надумали. Мы можем думать все, что угодно. А по факту мы ведь все разные от того, как мы сумеем. Вот две разные составляющие, две разные до какого-то момента судьбы объединить. От этого будет зависеть наш прогресс. У нас выпадает карта, и может быть для вас какая-то поездка очень важная или переезд. По этой карте мы можем изменить маршрут, буквально так, как и в вашей личной какой-то истории, так и может быть это по части, когда у вас работа с командировками связана, да, и значит какие-то обходные пути будете, объезды думать или для себя прокладывать новый маршрут. Для кого-то это будет, ну, так более весомо. Это новый маршрут в ваших отношениях по части личной жизни. Вы можете поехать со своим любимым человеком и даже туда, куда прежде не собирались. Может быть, сама по себе даже какая-то поездка или когда вы вдвоем находитесь, ну, в нейтральной обстановке или словно в нейтральной или непривычной для вас, ну, тоже обстановке, вам открывает вас каждого и способствует как раз, когда вы договоритесь, мои дорогие. Иногда даже в семье бывает, потому что рутина наша, увы, и на семью это влияет более чем. Она нас заставляет быть мамой, папой, например, правда? Или родителями взрослых детей. И мы часто не стыкуемся в наших представлениях. И мы забываем самое главное, что когда-то для нас все начиналось с любви, из чувств. А когда мы оказываемся с новым вдохновением в каких-то новых совершенно местах или в какой-то поездке, может быть, сидя один за рулем, а второй рядом, да, мы все равно несколько абстрагируемся от того, от каких-то догм или от того, что было прежде. И как раз вспоминаем, что мы когда-то любили друг друга, или что наш союз, он все-таки должен быть продолжен, потому что очень много ценного между нами, очень много хорошего. Конечно, это один из вариантов, но продолжить что-то, причем у вас же еще совпало, посмотрите, значение ключа, открыть любую дверь, со всеми договориться. Возможно, у кого-то это будет касаться и по поводу работы, взаимоотношений. Или новых каких-то, такое тоже могу предположить, выстраивание более прочных союзов. Может быть, вы на что-то решитесь, мои дорогие. С чем-то вы определитесь. Смотрю, что у вас еще совпало. И у нас совпадает документ, но это или письмо, это больше любовный документ, какое-то послание, сообщение. И что интересно, я не вижу больше в плоскости самого пасьянса совпадений, но если мы сложим крайние карты предпоследнего ряда, то у вас совпадает молния значения. И это молниеносное известие, какое-то, может быть, важное решение, которое вы примете, и мы об этом только что говорили. Но есть тот союз, как минимум, который должен быть продолжен. Или вы на что-то решитесь, может быть, и оформлять документы, кто знает, перевести отношения на новый уровень. Давайте мы узнаем, дополним картами Таро. И тоже раскроем в том же контексте неожиданности и сюрпризы. Каковы же неожиданности? Достанем 3 карты. Первая. До конца октября. Король жезлов. Карта харизматичного лидера. Вы знаете, кто-то из вас может принять во внимание, что вообще это сильная позиция. Это харизматика, та, которая заставляет, как за вами идут люди. Может быть, это вы в каком-то, как коллективе, лидер, по работе лидер, по бизнесу лидер, мои дорогие. В принципе, у вас сильная позиция. Может быть, вы сейчас, как и доверяете самому себе, самой себе больше. Или когда вы с чем-то определяетесь в глубине своей души и готовы взять ответственность за кого-то. Вот такой момент тоже может быть. Как неожиданность это для кого-то из вас. И знакомство может быть тоже. Но жезлы, дела, работа, бизнес.
Кто знает, может быть, это как новый компаньон или новый человек, к примеру, на работу пришел в ваш коллектив. Может быть, это как руководитель новый, и вам как-то еще предстоит с ним провзаимодействовать. Или вы думаете, какую же мне стратегию, тактику в отношении его построить, как будет правильно. Ну вот у кого-то и так, как и новый человек или ваша, достаточно все равно сильная позиция, неожиданности. Шестерка Пентаклей. Прекрасная карта. Одна из лучших карт в колоде на получение конкретных денег. Деньги есть, деньги будут. Часто по шестерке Пентаклей это нам кто-то помогает. Для тех, у кого творчество личное, это карта еще и мецената. Значит, кто-то поддержит ваш проект. Причем поддержит, может быть, как нравитесь вы, так нравится и ваше творчество. И поэтому это творчество может быть дважды продуктивно, потому что вы видите больше перспектив. Или вы сумеете где-то найти, если вы как раз заняты тем, что ищете инвестиции в свой бизнес, значит, вы тоже их найдете. Вы сами можете, кстати, инвестировать в самого себя, в саму себя, что-то изучая. Или иногда эта карта говорит о том, что это как благословление высших сил решить какой-то вопрос по части личной жизни. У кого-то, но деньги есть, деньги будут, но и какая-то возможность, этот факт. Или заработать больше денег, даже как-то выразить себя лучше, даже при том, вот как я сказала, новый руководитель приходит. Девятка мечей. Самое главное, пожалуй, это карта внутренних сомнений, страхов. Или когда мы выстроили такой своеобразный забор из мечей, потому что нам кажется, что какой-то кошмар или то, чего мы сильно боимся. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Оно нас преследует. И всегда эта карта практически в любой колоде. Либо глаза завязаны, либо глаза закрыты. И у нас женщина с закрытыми глазами бежит. И нам говорят: открой глаза. То есть есть какая-то реальность, и вам предстоит до конца октября с чем-то определиться, чтобы построить совершенно в новом ключе свою жизнь. Давайте мы дополним эти карты. Сюрпризы. Каковы же сюрпризы? Вот были неожиданности. Но здесь это те неожиданности, которые как раз могут для нас обернуться чем-то добро-хорошим. Мне нечего добавить. Карта мага. Это вы можете, да, контактировать с человеком достаточно сильным, влиятельным. Может быть и такое знакомство. Но это для вас сюрприз. Мы смотрим на вас. Это вы маги и волшебники. И какой не был бы вопрос по сложности, будь то взаимоотношения, дела, работа, бизнес или деньги. Все в ваших руках. Да, это карта великого манипулятора. Но, может быть, обстоятельства жизни ничего другого не оставляют. Как не отказаться от чего-то резко. Или не согласиться на что-то опять же резко. И тем самым себя втянуть в какие-то ненужные обязательства. А вот очень хладнокровно оценить обстановку и принять правильные, мудрые решения. Маг надеется сам на себя. Сюрпризы. Да, тоже холодная карта, как и карта мага, поэтому где-то вот эта холодность суждений. Такая, знаете, беспристрастно здравомыслящая оценка обстановки вокруг. Наша принцесса мечей, она, ну, где-то это прообраз, пусть не в этой колоде, Медуза Горгоны. И Медуза Горгона, она пострадала из-за своей наивности и доверчивости. Я уже не рассказываю историю, кому интересно, во вкладке сообщества вы можете найти мой паблик и перейти на мой сайт, прочитать. Потому что, ну, карты, они основаны на символах. Так вот, теперь у нас сильная позиция, нас никто не сведет с пути истинного. Может быть, нам что-то не нравится, или какая-то была ранящая история. Но теперь мы точно не повторим какую-то ошибку. Теперь мы что-то приумножим. И это может быть как раз по части взаимоотношений, или, может быть, финансы. А теперь вы можете какую-то новую совершенно стратегию, тактику, более хладнокровно, расчетливую для себя установить. И, может быть, и есть тот контекст, когда вы, мои дорогие, будете манипулировать. Но по-другому, как будто вам судьба другого не оставляет. Ну, по крайней мере, наша принцесса мечей смотрит в бинокль, точнее, в подзорную трубу. Это умение видеть в целом как 3D обстановка и
правильное, как бы дать оценку ситуации. Как бы мы видим то, что происходит сейчас, видим беспристрастно ситуацию, в которой мы когда-то были, не повторяем каких-то ошибок, и можем что-то благодаря интуиции и интеллекту просчитать что-то наперед. И поэтому это все где-то энергетика, как у мага. Может быть, какие-то сюрпризы благодаря вашей прозорливости, внимательности, интуиции. И когда вы все складываете в единое целое, то для вас и обстоятельства, какая-то конкретика, может быть, вопросы денег, важных согласований, взаимодействий сложатся в один красивый узор. Каковы сюрпризы? Девятка мечей. Вот посмотрите, ваша задача вот из этой девятки мечей, из сомнений и страхов, сильная позиция. Вообще удивительно. Ведь карта силы – это как карта мага. Та же самая энергетика. Но вот это холодная карта, а это уже более теплая, горячая. И поэтому дважды сила. Это могут быть контакты с тем человеком, который где-то подстать вам. Это могут быть, вот, к примеру, мои дорогие девочки, пусть не в этой колоде, но чаще карта сила – это женская сила. И поэтому это ваша притягательность. Это желание, может быть, конкретного человека быть с вами. Это вы будете очень привлекательны вообще в период до конца октября для противоположного пола. И, может быть, даже есть возможность познакомиться. Вполне вероятно. Но это еще и для всех вас, мои дорогие, как и мужчины, так и девочки, дважды сильная позиция. Разделяет принцесса мечей. И все то, что я сказала. Ну а чтобы дополнить этот образ, правда, перейдите во вкладку сообщества, узнайте поподробнее. Мне нечего добавить. Для вас просто нет ничего невозможного. Но действия нужно детализировать. Так, беспристрастно. Следующий ряд мы достанем и назовем его «Итоги до конца октября». В конечном итоге на самосохранение нам показано по семерке жезлов, когда люди занимаются тем, что спасает свое добро вокруг наводнения. И я могу с уверенностью утверждать, что до конца октября вы будете как-то при увеличении своих доходов, на сохранение своего доброго имени, на сохранение возможностей, поиск новых возможностей. Это вы будете осуществлять. Это вот таков где-то итог будет, потому что захочется что-то развить, но вы еще себе скажете спасибо за то, что вовремя предприняли некоторые действия или от чего-то не отказались. Возможно, из какой-то ситуации сложной вышли сухим из воды, но возможности безграничны. Итог давайте посмотрим, что по второму дублету. Принцесса чаш. Карта любящего человека. Это хорошее настроение, приятные эмоции. То есть, вот смотрите, видимо, в некоторых вопросах вот такая дуальная энергия, разная. Принцесса мечей. Вопросы дела, работа, бизнес, документы, согласования, важные решения. Холодная голова, трезвый расчет. Но есть еще и любовь, где приятные эмоции, эмпатия, чувства, новые грани чувственности. И это прекрасно. Нечего добавить. Итог. Девятка мечей и карта сила. Ох. Но никуда вы не уйдете от таких холодных энергий. Может быть, как раз сильная позиция – это вы где-то будете проводить важные согласования. Или вам предстоит подписать, согласовать, опять же, какие-то документы и сделать это по закону. Король мечей как раз и говорит о том, что мы оформляем документы или узнаем, как закон работает в отношении вас. Где-то очень хладнокровны к разного рода ситуациям. Может быть, кому-то потребуется консультация юриста, консультация адвоката, конкретный какой-то просчет. Или это работа с банками, банкир иногда тоже проходит. Проходят, увы, и врачи. Но тогда, если была прежде какая-то больная ситуация, дальше у нас карта сила, а это будет карта свидетельствовать, что вы должны что-то сохранять. Тогда, если мы говорим по поводу здоровья, хотя я на здоровье никогда не смотрю, прогнозы Таро это не для этого. Это в целом мы можем так оценить.
то вот здесь я могу предположить, что в ваших руках буквально ваша сила и улучшить какую-то ситуацию, которая была как раз связана, может быть, с конкретным заболеванием. Но теперь перевести, увидеть реальность, на что-то согласиться. И в конечном итоге это будет выздоровление. Вот поэтому будьте внимательны. То есть есть ряд вопросов, когда любовь, счастье, чувства. Но есть и когда вот такой холодный расчет совершенно необходим. И, собственно, второй триплет, который нам на сюрпризы, как раз ведь тоже сказал, можно было уже и нижний где-то не доставать. Карта мага и карта сила. Дважды сильная позиция. Хоть на личную жизнь, хоть для личного счастья, хоть для построения карьеры, для заработков и для новых достижений. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.